Сегодня мы поговорим о дрожжевом брожении, в том числе о процессе окончательной расстойки. Вы когда-нибудь задумывались, почему свежий хлеб такой воздушный и ароматный? Все благодаря крошечным организмам дрожжам. Эти микроскопические грибы, невидимые глазу, совершают настоящее чудо, превращая плотную массу из муки и воды в пышное пористое тесто. Представьте, без дрожжей у нас не было бы ни душистых багетов, ни мягких булок, ни даже пиццы. Ведь именно дрожжи, питаясь сахарами из муки, выделяют углекислый газ, который поднимает тесто, создавая те самые пузырьки воздуха в мякише. Сегодня обсудим дрожжи в контексте времени и в целом обсудим процесс брожения в хлебобулочных изделиях. Но дрожжи — это не просто разрыхлитель. Они настоящие алхимики вкуса. Чем дольше работает этот невидимый процесс брожения, тем насыщеннее и сложнее становится аромат хлеба. Сегодня мы разберемся, как дрожжи превращают простые ингредиенты в хлеб или хлебобулочное изделие, и почему время – самый важный ингредиент в этом процессе. Вы узнаете, что происходит внутри теста на каждом этапе, как контролировать брожение и почему терпение – главное качество хорошего пекаря. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать все аспекты дрожжевого брожения. Что такое хлебные дрожжи? Дрожжи, которые мы используем в хлебопечении, это живые микроорганизмы, относящиеся к виду сахаромицеллов. Это в переводе означает сахарные грибы. Эти одноклеточные организмы существуют уже миллионы лет, но человек научился использовать их в хлебопечении около 6000 лет назад. В современной кулинарии мы чаще всего встречаем три технологические формы хлебных дрожжей. Свежие прессованные дрожжи, влажные брикеты серо-бежевого цвета с характерным кисловатым запахом. Сухие активные дрожжи, мелкие гранулы, требующие предварительной активации. И быстродействующие или инстантные дрожжи, не требуют активации, сразу вмешиваются в муку. Интересно, что в одной чайной ложке сухих дрожжей содержится около 15 миллиардов отдельных дрожжевых клеток. Эти микроскопические труженики способны при оптимальных условиях удваивать свою численность каждые 1,5-2 часа. Особое место занимают натуральные закваски, где дрожжи существуют в симбиозе с молочнокислыми бактериями. Именно такие культуры использовали наши предки до появления промышленных дрожжей. Одни из первых вариантов современных дрожжей были пивные дрожжи и винные дрожжи. Это продукты, которые остаются в виде осадка после приготовления данных напитков, то есть пива и вина. Подробнее о истории дрожжей вы сможете посмотреть видео на моем канале. Я делал достаточно подробный разбор, как именно появились прессованные дрожжи в современном их варианте. Перед тем, как дрожжи начнут свою волшебную работу в тесте, их необходимо правильно разбудить. Этот процесс называется активацией. Для свежих и сухих активных дрожжей он обязателен, тогда как инстантные дрожжи можно сразу смешивать с мукой. Справедливости ради стоит заметить, что свежие дрожжи, как правило, тоже не активируются, а используются сразу для замеса. Но активация дрожжей поможет улучшить процесс брожения и поможет улучшить внешний вид изделий. Идеальные условия для активации — это температура жидкости 32-34 градуса Цельсия, добавление небольшого количества сахара. Важно, чтобы сахар напрямую не контактировал с дрожжами, так как они могут погибнуть. То есть вы предварительно должны в жидкости растворить дрожжи. На 100 грамм воды вы возьмете примерно где-то 5-10 грамм дрожжей. Отсутствие соли, так как соль может замедлить процесс. Соль также в процессе замеса и взвешивания ингредиентов не должна напрямую контактировать с дрожжами. Особенно это касается свежих дрожжей, потому что сразу она вступает с ними во взаимодействие, и дрожжи точно так же, часть их, которая взаимодействовала с солью, может погибнуть. Процесс активации дрожжей занимает 10-15 минут, но есть и другие способы, более длительные. Я рассказывал их в одном из предыдущих видео. Правильно активированные дрожжи образуют на поверхности плотную пенную шапку с характерным хлебным ароматом. Активация дрожжей не обязательна, но если у вас сухие дрожжи, то тогда их лучше предварительно активировать. Также активация может способствовать лучшей работе более старых дрожжей. То есть, например, у них
уже срок годности к концу подходит, вы можете их активировать, и они будут лучше себя чувствовать в процессе приготовления. Важно, чтобы температура воды была именно такой, как я указал, иначе при высоких температурах дрожжи попросту могут погибнуть. При активации дрожжей начинает выделяться углекислый газ еще до добавления в тесто. Именно этот процесс и разрыхляет тесто. А то, какого размера будут поры внутри хлеба, зависит в первую очередь от муки, которую использовали для замеса, а также влажности теста и правильности технологического процесса замеса самого теста. Когда активированные дрожжи встречаются с мукой, начинается биохимический процесс превращений. Основной процесс, который нас интересует, это спиртовое брожение. Давайте разберем его поэтапно. Ферментация или брожение начинается с того, что дрожжевые клетки выделяют специальные ферменты – инвертазу и мальтазу, которые расщепляют сложные сахара муки на простые, в основном это глюкоза. Затем через клеточную мембрану дрожжи поглощают эти простые сахара и запускают процесс гликолиза. В условиях недостатка кислорода, а в тесте это практически всегда так, пируват превращается сначала в ацетальдегид, а затем этанол. Именно на этом этапе выделяется тот самый углекислый газ, который делает тесто пористым. Этот процесс называется анаэробным, что значит, что он протекает без кислорода. Интересно, что на 1 грамм сброженного сахара выделяется около 250 мл СО2. Одновременно образуется около 0,5% этанола, который испаряется при выпечке. Температура идеально ферментированного теста обычно на 1-2 градуса выше окружающей среды из-за выделяемой тепловой энергии. Конечно, это может быть даже чуть-чуть побольше. Весь процесс брожения после смешивания муки, дрожжей и всех остальных компонентов является необратимым и постепенно приводит к полной деградации всей системы. По итогу дрожжи переработают все полезные вещества и умрут. Наша задача зафиксировать изделие в процессе брожения на самых пиковых или около пиковых показателях. Это гарантирует нам отличное качество готовых изделий, максимальный объем, корректный внешний вид и яркую корку. Этот процесс может идти как при высоких температурах от 28 до 32 градусов Цельсия, так и при комнатных и низких температурах от плюс 3 до плюс 9, иногда до плюс 15 градусов Цельсия. Это пиковое значение будет достигнуто в любом случае, только вот время на это уйдет разное, в зависимости от температуры. Так как процесс брожения необратим, мы можем контролировать несколько параметров. Это температура, влажность и время. Мы можем повысить температуру, и это ускорит процесс брожения. Мы можем уменьшить температуру, и это замедлит процесс брожения. Влажность поможет создать оптимальную внешнюю среду для того, чтобы изделие получило максимальный объем, а также оптимальную среду для размножения дрожжей. Важно, чтобы при начале замеса все ингредиенты были взвешены отдельно. Особенно это касается дрожжей. Они до замеса не должны контактировать ни с какими другими ингредиентами. Исключение составляет только процесс активации дрожжей, когда это необходимо. Потому что при контакте особенно свежих дрожжей с мукой, или, например, сахаром или солью, начинается процесс взаимодействия. И если дрожжи долго будут находиться в контакте с этими ингредиентами до замеса, это негативно скажется на их количестве, так как такой контакт с сахаром их просто может убить, или контакт с солью. По итоге в тесте их станет меньше, что отразится на времени брожения, на процессе брожения, выходе готовых изделий. Поэтому, соблюдая это правило, вы всегда гарантируете одно и то же качество изделий. Тесто – это не просто пассивная среда для работы дрожжей, а сложная динамическая система, где одновременно происходят 3 ключевых процесса. Формирование клейковинного каркаса. Белки муки при контакте с водой начинают соединяться. В процессе замеса при механическом воздействии образуется эластичная сеть глютена. Этот каркас будет удерживать СО2 во время брожения. И то, насколько он будет делать это хорошо, зависит от качества белка. Потому что сам белок муки может быть совершенно разным. Поэтому каждая мука разного производителя, она, несмотря на то, что имеет, например, стандарт высший сорт,
Белок внутри этой муки может существенно отличаться друг от друга. И поэтому важно, чтобы вы подобрали ту муку, которая оптимально соответствует именно конкретно вашим изделиям, которые вы делаете. Стоит помнить, что даже если в муке много белка, это не значит, что эта мука подходит для определенных сортов хлеба. Ну, например, таких сложных сортов хлеба, как багет и чиабатта. Потому что помимо количества белка, есть еще его и качественные характеристики. И вот эти качественные характеристики напрямую влияют на итоговый результат, то есть на сам хлеб. Второе – это распределение дрожжевых клеток. При правильном замесе дрожжи равномерно распределяются по всему объему. Это обеспечивает одинаковую интенсивность брожения во всех частях теста. Важно и насыщение кислородом. В первые минуты замеса кислород помогает дрожжам начинать активное размножение, то есть и процесс брожения. После исчерпания кислорода дрожжи переключаются на анаэробное брожение. Оптимальная продолжительность замеса это 8-17 минут в тестомесе или 15-25 минут ручного замеса. Идеальная температура теста после замеса практически для всех видов и сортов хлеба это 24-26 градусов Цельсия. Основные признаки хорошо вымешанного теста. Тесто становится гладким, легко растягивается в тонкую просвечивающую мембрану. Это нам говорит о полном и правильном образовании глютена. Но здесь важно заметить, что тонкость этой мембраны зависит от качества муки, а также зависит от влажности самого теста. Какие же ошибки можно допустить на этом этапе? Недостаточный замес. Хлеб не поднимется, будет меньший объем изделий, более мелкие поры. При одной и той же муке, то есть если характеристики муки одинаковые, вы можете ее полностью замесить, и она будет полностью соответствовать. А можете замесить ее не полностью, и соответственно вы получите разный результат. То есть перезамес. Это приводит к разрыву клейковины, тесто будет плыть, станет жидким. Формоустойчивость от этого серьезно может пострадать. А также, как правило, такой формат теста будет перегрет. Слишком горячая или слишком холодная вода. Нарушение активности дрожжей. Либо замедленное, либо очень ускоренное брожение. Поэтому температуру воды подбирайте всегда оптимальную, одинаковую. Зависит от времени года, температуры окружающей среды в цеху. Но в среднем эта температура начинается от плюс 4 градусов и может достигать плюс 15 градусов по Цельсию. После замеса теста начинается первое брожение или расстойка. На этом этапе происходит активное размножение дрожжей и ферментация сахаров, содержащихся в муке. Выделяется углекислый газ, который создает пузырьки в клейковинной сетке. За счет этого тесто увеличивается в объеме. Оптимальные условия для брожения это температура от 26 до 30 градусов Цельсия. В условиях цеха получается это. Относительная влажность воздуха, какая у вас есть в цеху, должна быть средняя, скажем так. Эти параметры обеспечивают стабильную активность дрожжей и не допускают образования сухой корки на поверхности. Понятно, что даже в этом процессе непосредственно тесто нужно накрывать либо пленкой, либо крышкой для лотка. При пониженной температуре брожение замедляется. При слишком высокой может начинаться закисание и будет невозможность контроля времени и внешнего вида изделий. Время брожения первого зависит от рецептуры, но может достигать 2 часов. А также зависит от технологии приготовления и результата, который мы хотим получить. Но если в тесте у нас много жира, то процесс будет существенно более медленный, чем без большого содержания жира. О готовности теста судят по времени. Если вы хотите получить эффективную технологию и эффективный процесс производства, то нужно стабильно всегда засекать промежутки времени для того, чтобы получать один и тот же результат. Тесто в этом процессе становится более эластичным, рыхлым и легким. Как правило, этот процесс может еще называться отдыхом. То есть это процесс, который занимает полчаса, час, иногда 2 часа. Если тесто передержать, понятно, начнется перебраживание. Дрожжи потеряют активность, структура ослабеет. В дальнейшем в такой тестовой заготовке будет сложно удержать форму. Если тесто не добродит, на этом этапе хлеб получится плотным, с грубой структурой мякиш, недостаточной высотой. Поэтому процесс предварительной этой расстойки, то есть или ферментации, или по-другому можно назвать отдыха, один из самых важных процессов. И поэтому нужно
его обязательно делать, а вот время зависит уже от рецептуры. Как я и сказал, от получаса может достигать 2 часов. А в этом процессе также может быть такой технологический процесс, как обминка. Обминка – это не просто формальность, это технологически важный этап, особенно для некоторых сортов хлеба. Обминка проводится, когда тесто уже увеличилось в объеме. Соответственно, как правило, засекая время. Это может произойти через час, через полчаса, через 2 часа. Цель обминки – укрепить клейковинный каркас. Для того, чтобы повысить формоустойчивость изделий, особенно это важно для тех изделий, которых во время брожения в тесте начинают образовываться достаточно крупные поры. Если их не разрушить, в готовом тесте может быть неравномерная пористость, пустоты. Обминка делает структуру мякиша более равномерной и мелкопористой. Но опять же, что такое мелкопористой? Это зависит от сорта хлеба. И, соответственно, мелкие или крупные поры мы здесь берем в контексте конкретно каждого сорта. Например, у чиабатты могут быть мелкие поры, но тем не менее эти мелкие поры будут слишком крупные для того, чтобы эти поры поместить, например, в сдобу. Поэтому в то же время и укрепляет клейковинный каркас, но и также она способствует более равномерному распределению пор по всему тесту. Особенно это важно для таких изделий, как чиабатта, например, или багет. Если тесто с высокой влажностью, то обминка в первую очередь укрепит клейковидный каркас. Распределение даже больших пор будет более равномерным. Обминка также важна для формоустойчивости изделий. Легкое вмешивание воздуха при обминке обеспечивает дополнительное питание дрожжам, стимулирует их дальнейшую работу на других этапах. Это также позволяет контролировать температуру теста, если оно перегрелось. Обминка частично его охлаждает. Понятно, на это не стоит надеяться, что прям серьезно вы сможете потерять температуру при обминке, но тем не менее такой процесс есть. Если пропустить обминку, тесто будет хуже держать форму, особенно это важно для теста с высокой влажностью. Стандартная обминка – это мягкое, аккуратное складывание теста и легкое надавливание. После обминки тесто уменьшится в размере и через некоторое время будет готово ко второй обминке или будет готово к дальнейшему порционированию и формовке. После обминки через некоторое время тесто готово к формовке. Этот этап, когда ему придают конкретную форму – батон, круглая булка, багет и так далее. Здесь важно заметить, что перед формовкой основной может еще идти этап предформовки. И этап предформовки это уже зависит от того, какой сорт хлеба вы делаете. Здесь мы рассматриваем технологию больше без этапа предформовки. И вот соответственно, когда идет формовка, мы делим тесто на равные части и формуем из него изделие. Но если, допустим, это тесто с высокой влажностью или нужно придать какую-то сложную форму тесту, то после разделки идет небольшой отдых, 5-10 минут. После этого можно уже формовать. Сразу формовать будет достаточно сложно, потому что этот процесс может как-то надорвать изделие и сделать неправильную форму. То есть тесто может не растягиваться нужно. Поэтому обязательно давать отдых, чтобы тесто расслабилось. Важно понимать, что форма заготовки влияет на распределение тепла и на то, как тесто будет вести себя при окончательной расстойке в печи. Важно понимать, что форма заготовки влияет на распределение тепла и на то, как тесто будет себя вести при окончательной расстойке и в печи. Например, вытянутые изделия типа багета быстрее прогреваются и активнее поднимаются в печи, тогда как круглые прогреваются медленнее, но дают более равномерный мякиш. При формовке также важно правильно распределить натяжение на поверхности теста. Заготовку как бы заворачивают внутрь, создавая плотную внешнюю оболочку и натяжение поверхности. Это помогает тесту лучше держать форму и направляет рост вверх, а не в стороны. И форма получается равномерная и аккуратная. После формовки идет окончательная расстойка. Это финальный подъем перед выпечкой. Время зависит от температуры и рецепта, но в среднем занимает 40-60 минут при температуре 28-32 градуса и высокой влажности 75-85%. В процессе дрожжи еще работают, но уже на завершающем этапе. Или этот процесс окончательной расстойки может проходить в холоде при температуре плюс 3, плюс 6 градусов. О готовности теста к выпечке судят по-простому. Слегка надавливая, вмятина медленно возвращается обратно. Это самый простой тест. Если отпружинивает слишком быстро, то, скорее всего, тесто не достояло. Если остается вмятина, возможно, тесто уже передержано. Правильно сформованное и расстойное тесто – это залог стабильного подъема в печи,
качественного мякиша без пустот и деформаций. Отсюда и внешний вид. Он может быть как отличным, так и не очень. Поэтому формовка и расстойка – это одни из самых важных процессов. Роль температуры в брожении. Температура – один из ключевых факторов, влияющий на активность дрожжей и ферментов, и как итог на вкус и структуру хлеба. На этом этапе важно понимать разницу между теплым и холодным брожением. Теплое брожение – это диапазон от 24 до 32 градусов Цельсия, и это как бы ускоренный процесс. Дрожжи работают активно, тесто быстро поднимается. Это удобно, если нужен быстрый результат. Но у этого метода есть и минусы. Быстрое развитие дрожжей не дает ферментов достаточно времени на расщепление крахмалов и белков, и в итоге хлеб может быть менее ароматным, а структура менее выраженной. Холодное брожение – это температура 4-8 градусов Цельсия, то есть по сути в холодильнике. Требует больше времени, от 8 до 24 часов, иногда и больше. В одном из предыдущих видео мы подробно разбирали технологию холодного брожения. При этом дрожжи работают медленно, а ферменты продолжают расщеплять сложные соединения, усиливая вкус, кислотность и аромат хлеба. Также холод укрепляет клейковинную структуру, тесто становится легче в формовке и на поверхности образуется более стабильная оболочка, которая хорошо удерживает газ. По сути, долгое холодное брожение – это метод управления вкусом готового изделия. Холодное брожение позволяет добиться сложного профиля вкусовых сочетаний, а в условиях производства это еще и способ гибко организовать процесс. Тесто можно замесить вечером, а выпекать утром. Высокая температура дает скорость, низкое качество вкуса и структуры. Выбор зависит от задачи, но чем медленнее ферментация, тем выше и лучше конечный результат. Опары и закваски. Когда речь заходит о вкусе, аромате и текстуре хлеба, мы неизбежно приходим к вопросу: прямой способ или опарный, а может быть закваска. Это не просто разные методы, это разные подходы к ферментации и по сути разный результат. Прямой способ – это когда все ингредиенты сразу замешиваются в одном этапе. Удобно, быстро, хорошо подходит для промышленного производства и если нужна скорость. Но у такого хлеба, как правило, более простой вкус, короткий срок хранения и менее выраженная пористость. Опарный метод включает промежуточную ферментацию. Сначала делают опару, смесь воды, муки и дрожжей. Оставляют на 4-6 часов. Затем замешивают основное тесто. В результате дрожжи успевают активизироваться, ферменты начинают расщеплять крахмалы, появляется более развитый аромат и лучшее брожение. Хлеб получается воздушнее, мягче, с тонким вкусом и устойчивее к черствению. Теперь о закваске. Это уже работа не пекарских дрожжей, а диких культур, молочно-кислых бактерий и натуральных дрожжей. Точнее, сочетание дрожжей и молочно-кислых бактерий зависит от закваски. Если хмелевая закваска, то больше, конечно, дрожжей. Эти культуры живут в симбиозе. Закваска требует времени, ухода, стабильного режима. Но результат – более глубокий аромат, кислинка, влажный упругий мякиш, хорошая пористость и более долгий срок хранения. Если говорить о хмелевой закваске, то в ней преобладает, конечно, дрожжи, так как хмель этому способствует. Он, по сути, выводит чистую колонию диких дрожжей. Технологически закваска – это естественный консервант и усилитель вкуса. Такой хлеб может храниться долго. Однако работа с закваской требует опыта. Каждая культура ведет себя по-разному, чувствительна к температуре, влажности и даже типу муки. Поэтому выбирайте ту закваску, которой вам проще работать. Если нужен стабильный быстрый результат, то используем прямую схему. Если вкус, структура, то это опара или закваска. В некоторых случаях имеет смысл соединение дрожжей и закваски. Такая система будет более устойчива, и даже если закваска менее активна, то дрожжи способствуют разрыхлению. Первое – это перебраживание или недображивание. Недображивание – это когда тесто еще не набрало объем, клейковина не сформировалась, а дрожжи не выработали нужное количество газа. Такой хлеб будет плотным, плохо поднимется в печи, с влажным или даже клеклым мякишем. Кроме этого, могут возникнуть дефекты, подрывы и трещины, и некорректный внешний вид. Неравномерное увеличение тестовой заготовки. Перебраживание. Наоборот, тесто перестояло, дрожжи израсходовали весь ресурс. Начинается разрушение клейковины. Характерный признак: тесто становится вялым, липким, легко рвется. При выпечке хлеб получается плоским и рыхлым. Расскажите в комментариях о том, какие вы допускали ошибки при приготовлении хлеба. Как же распознать? В первую очередь контролируйте время
и внешний вид тестовых заготовок. Готовое тесто должно быть пышным, эластичным, не липнуть к рукам и слегка пружинить при нажатии. Визуальный контроль – это самый простой инструмент. Вторая ошибка – тесто не поднимается вообще. Первое – это мертвые дрожжи, то есть это просроченные, неактивные или убитые горячей водой или температурой выше 45 градусов Цельсия. Важно, чтобы температура брожения соблюдалась и не была выше 33 градусов Цельсия. Температура жидкости в замесе не должна превышать 23 градусов. Лучше, конечно, использовать жидкость до 15 градусов температурой. А если активируете дрожжи, не превышайте температуру 32 градуса. Температура теста не должна быть выше 26 градусов. И еще один недочет – это недостаточно времени или низкая влажность. Корка на поверхности изделий может блокировать рост самих изделий. Как же этого избежать? Проверяйте активность дрожжей заранее. Смотрите сроки годности дрожжей, должны быть максимально свежие. Соблюдайте температурные режимы, это очень важно. Не ориентируйтесь только на таймер, ориентируйтесь в том числе и на поведение теста. Выпечка. Теперь, когда тестовые заготовки готовы, их отправляют в печь. Это финальный этап, который определяет внешний вид и вкус готового хлеба. Что же происходит с дрожжами в печи? Как только тесто попадает в горячую печь, температура начинает расти. При температуре выше 45 градусов Цельсия дрожжи начинают погибать. Но их работа уже завершена. К этому моменту в тесте накопился достаточный объем углекислого газа, и тестовая заготовка уже начала активно подниматься. Так что роль дрожжей в процессе брожения уже выполнена, а дальше все зависит от структуры теста и температуры в печи. Далее идет увеличение тестовой заготовки. Это происходит в том числе за счет выделения пара из самой тестовой заготовки. Теперь перейдем к аромату. Почему корочка пахнет так вкусно? Все дело в реакции меланоединообразования. Известна эта реакция как реакция Майяра. Окислительно-восстановительный процесс взаимодействия восстанавливающих сахаров, моносахаридов и дисахаридов с аминокислотами, пептидами и белками. В результате образуются темно окрашенные продукты, меланоидины, от греческого «меланос» – темный. Это химический процесс, который происходит при высокой температуре. Он заключается в взаимодействии аминокислот и сахаров, что приводит к образованию новых ароматных соединений, придающих хлебу характерный запах. Кроме того, карамелизация сахаров на поверхности корочки дает тот золотистый оттенок, который так привлекательный. Таким образом, происходит не только завершение брожения, но и создание финальной текстуры, аромата и цвета хлеба. Контроль температуры времени – ключ к правильной корочке и воздушной внутренней структуре. Важно помнить, что при посадке в печь, особенно хлеба, обязательно пароувлажнение, для того, чтобы корка размягчилась и вы могли извлечь максимальный объем из тестовой заготовки. Потому что если процесс именно ошпаривания тестовой заготовки будет проведен неверно, то объем самой тестовой заготовки будет меньше. Время – это не просто аспект, с которым нужно считаться. Это основной фактор, влияющий на качество хлеба. На практике мы часто сталкиваемся с выбором между быстрым вариантом приготовления хлеба и долгой ферментацией. Но как же время влияет на результат? Быстрый хлеб – это когда весь процесс от замеса до выпечки занимает около 3 часов. Обычно это делается с использованием активных дрожжей и достаточно большого количества дрожжей в рецептуре. Результат – хлеб с менее выраженным вкусом, с меньшей пористостью и текстурой. Он хорошо подходит для того, чтобы быстро получить продукт, но не вкус, так как вкус будет более нейтральным, а мякиш плотным. В такой хлеб мы можем добавлять закваску, опару или предварительно сброженные полуфабрикаты, такие как бига и пулиш. Они помогут улучшить вкус хлеба. С другой стороны, долгая ферментация от 12 до 24 часов открывает перед нами совершенно другой мир. Процесс происходит при более низкой температуре, например в холодильнике, что дает дрожжам и молочнокислым бактериям больше времени для распада крахмалов и белков в муке. В результате такой хлеб
хлеб получается более ароматным, с выраженной кислинкой и уникальной текстурой. Как время влияет на кислотность и пористость и вкус хлеба? Кислотность. Чем дольше тесто ферментируется, тем более выраженной становится кислинка. Это результат работы молочно-кислых бактерий, которые образуются при длительном брожении. Они расщепляют сахара и выделяют органические кислоты, придавая хлебу характерный вкус. Пористость. Долгая ферментация дает клейковине больше времени на развитие. В результате хлеб становится более воздушным, с более равномерными порами, и уже размер этих пор зависит от влажности. И в коротких рецептах этого практически не достичь. Вкус. Время дает возможность не только улучшить текстуру, но и глубже развить аромат. В процессе длительного брожения выделяются более сложные вещества, которые влияют на вкус хлеба, создавая его богатый многослойный профиль. Время – это не просто пассивное ожидание, это активное участие в создании качественного хлеба. Чаще всего, когда мы говорим о правильном хлебе, мы подразумеваем долгое брожение, которое позволяет раскрыть потенциал теста и добиться максимально вкусного эффекта. О холодном брожении на моем канале есть несколько видео. Если вы хотите понять, что делает хлеб действительно вкусным, нужно понять одну важную вещь. Медленное брожение – это не только о времени, это о качестве и глубине вкуса. Многие пекари используют этот метод, потому что он дает возможность тесту раскрыться максимально правильно, как по текстуре, так и по аромату. Почему же медленное брожение хлеба делает хлеб вкуснее? Главная причина – это развитие глютена и ароматных соединений. Когда тесто ферментируется медленно, глютен успевает не только развиться, но и стать более эластичным и прочным. В результате хлеб не только поднимается в печи, и получается мякиш более порист. Также в процессе долгого брожения происходит образование сложных ароматических веществ. Дрожжи и молочно-кислые бактерии за более длительное время расщепляют сахара, образуя соединения, которые придают хлебу глубокий вкус. Важно понимать, что дрожжи, закваска и время связаны между собой. Поэтому придерживайтесь основных правил. Если вы хотите более длительное брожение, то уменьшайте содержание дрожжей в тесте. Вплоть до того, что их там может вообще не быть, а вы можете использовать только закваску. Если вы хотите получить максимально аутентичный вкус, но не тратить на это много времени, то используйте формат опарного способа тестоведения. Когда у вас есть, например, закваска уже готовая, и вы в тесто добавляете закваску и дрожжи и делаете быстрый процесс приготовления. Это поможет вам сократить время приготовления хлеба, но получить вкусный и ароматный результат. Если вам нужен быстрый способ, то, понятно, используйте большее количество дрожжей и максимально быстрое брожение хлеба. Поэтому здесь важно выбрать тот сорт хлеба и тот процесс, который подходит именно вам. Как я и сказал ранее, холодная ферментация, наверное, является одним из самых лучших вариантов, потому что она позволяет замесить хлеб с вечера, поставить его в холодильник и потом уже выпекать его утром. Этот процесс, наверное, существенно более легче, чем если печь, скажем так, день в день. Но, понятно, у такого процесса есть существенные ограничения. Это необходимо место для брожения самого хлеба, нужно замесить, сформовать, нужно специализированный инвентарь типа льняных ковриков или форм из ротанга для расстойки. Поэтому здесь каждый выбирает сам. Что же касается дрожжей, то выбирайте максимально свежие для того, чтобы получить лучший вариант приготовления изделий. Если ваши дрожжи уже на конце срока годности, то используйте активацию дрожжей для того, чтобы получить всегда стабильный результат. Сделайте так, чтобы дрожжи взвешивались отдельно и контактировали со всеми ингредиентами только в момент замеса. Соль, сахар, мука или жидкость и длительное нахождение там дрожжей приведет к негативным последствиям для самих дрожжей. Их просто в тесте будет меньше, потому что часть из них умрет.